Нет повести печальнее на свете, чем получить под зад атлета. Но осень, пышная мадам, готова вас всех приютить, на ушко шепотом лаская, о жарких анимешках заявляя. Что может быть лучше в холодный осенний день, чем укутаться тепленьким пледом с кружечкой горячего напитка, смотря любимые сериалы? На связи Кудасай, мы готовы погрузить вас в список ожидаемых осенних новинок и продолжений. Готовьте свои записные книжки, пора выбирать годноту. Итак, осенью нас ждут. Второй сезон «Восхождения в тени», который стартует 4 октября. Всего в нем будет 12 серий. В октябре со вторым сезоном вернется «Семья шпиона». К слову, в декабре выкатят еще и фильм. 6 октября выпустят второй сезон «Убийцы гоблинов». На этот раз аниме снимают Leiden Films. Готовимся к продолжению Доктора Стоуна 12 октября. Также в октябре выйдет третий сезон «Восхождения Героя Щита». На нем аниме полноценно вернется под крыло Кинема Цитрус, что тянули первый сезон. 7 октября выкатят второй сезон «Властелина Паладина издалека». Вторым сезоном обзаведется аниме Каноджа Мо Каноджо, ну или по-нашему «Мои девушки». Токийские мстители также вернутся осенью уже с третьим сезоном. Запустят продолжение 3 октября. Продолжение аниме «Магия. Святой Всемогущая» запустят 3 октября. Посмотреть на забеги в третьем сезоне «Девушки-пони. Славное дерби» сможете 4 октября. Продолжение второго сезона «Невесты-чародея» запустят 5 октября. Ну и вторая половина аниме «Смертельная игра Мертвой горы» также ожидается в октябре. По продолжениям пробежались, настал черед и новинкам себя показать. Одно из таких – сериал по манге So So no Frieren. Стартует тайтл 29 сентября двухчасовым эпизодом с учетом рекламы. Сюжет же поведает о Фрирен, девушке-маги из команды героев, что одолела зло. Отпраздновав победу, члены команды вернулись домой и начали мирную жизнь. Однако Фрирен не человек, а эльф, и ей отведен больший срок жизни. Потому девушке суждено пережить товарищей и начать новое приключение без них. Снимают Madhouse. Студия Patient запустит аниме Паранабе Сейкен Гакуи но Макенскай. Сказка об очередном владыке демонов, который на сей раз запечатался на 1000 лет, чтобы подготовить себя к финальной битве, а очнулся в теле 10-летнего сорванца, которого скоро найдут и отправят в Академию магии. А тут у нас ламповая романтика, сериал под названием Кейкен Зумина Кимито Кейкен Зеренаурайга Оцкиай Сурю Ханаси. Сказка о неприметном тихоне школьнике, которому наспор пришлось пригласить на свиданку супер популярную красотку Гяру. А та ответила согласием, просто потому что... Сейчас я одна, так почему бы и нет? И у ребят завертелось. Снимает студио ENGI. Хватит ли вас любви на 100 человек? Нет? Тогда учитесь, у аниме с обычным названием 100 девушек, которые очень сильно тебя любят. И нет, именно тебя они не любят, закатай губу обратно, маленький извращенец. По сюжету история о безнадежном бедолаге, чьи признания в любви отвергли 100 раз подряд. Дошло до того, что вмешался сам бог любви и обернул неудачи вспять. Теперь парню предстоит встретить 100 девушек, предназначенных ему самой судьбой. Но вот беда. Ни у одного человека не должно быть столько. Если он не ответит хоть одной из них взаимностью, девушку ждет смерть от несчастного случая. Теперь это дело любви и смерти, а выбор за героем. Сам же сериал стартует 8 октября, но за неделю до премьеры, 1 октября, в Токио состоится закрытый предпоказ первых 2 эпизодов. На подходе новый черный мечник. В октябре запустят сериал Паранабе Ненасытный берсерк. Поведает оно о вечно голодном парнишке, которого всю жизнь били и унижали, пока тот не начал жрать души мертвых врагов, попутно поднимая уровень. Так и началось становление имбовой легенды. Project 9 подготовили на осень аниме Паранабе заботы домоседки принцессы вампиров. Забавная, потому что комедия. История о немощной принцессе из знатного рода вампиров, которая проснулась от вечного сна, только чтобы внезапно обнаружить себя во главе кровожадного темного войска, которое обожает постоянно свергать и шинковать в капусту собственных генералов. Кровь наша вампиресса пить не умеет, способностями особо не обладает, а потому торчит в особняке, перекладывая обязанности на первую горничную, которая барышня хитровыебанная и постоянно что-то темнит.
Добавим немного магии. Ну, как магии? Это жестокая история о мире, который был построен силами ведьм, что помогали простому люду, но стоило человечеству познать силу науки, как оно отвернулось от них и устроило на магов безжалостную охоту до последней выжившей. Называется сей сериал «Королевство руин». Главный герой Адонис – многообещающий паренек и ученик одной из ведьм, которую кровожадные людишки растерзали прямо у него на глазах. Тогда он и поклялся отомстить и запустил крестовый поход против целого мира. Ожидайте его 6 октября. Сидишь такой, никого не трогаешь, и вдруг я прибрал к рукам девушку, которая потеряла своего жениха, и теперь я учу ее всяким плохим вещам. Кормлю вкусняшками, наряжаю в красивые вещи и вообще делаю ее самой счастливой девушкой на земле. После такого названия описание излишне, так что ждите 4 октября. Осенью нас ждет аниме по манхве «Магия вернувшегося» должна быть особенной. Сюжет закинет нас в мир, порушенный загадочным теневым лабиринтом, где 6 последних выживших бросили вызов финальному боссу, но не сдюжили. Однако вместо смерти один из них откатился на 13 лет назад, в то самое время, когда он учился в Академии магии. Тут ни один из его друзей еще не сгинул, лабиринт себя не явил, а у парня появился уникальный шанс спасти мир, подтянув закопанные в Академии таланты до топового уровня, и он его не упустит. Запустят его 7 октября, а 30 сентября состоится предпоказ первых 2 серий. Производством занимается студия Arva Animation. Еще одна кровавая история в этом сезоне называется «Рагна Багровый». Трудятся над ним Silverlink и запустят 30 сентября. Сама история поведает о проклятом охотнике на дракона, в который потерял свое место в мире и ту, кого любил, а потом вернулся во времени и даровал себе же из прошлого силы, чтобы все исправить. Но цена победы будет слишком велика. Всего будет 24 эпизода, и первый станет часовым, с учетом рекламы. 28 сентября запустят аниме под названием «Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла С-ранга». Довольно ламповая история об авантюристе, который потерял ногу и осел в деревне, где всем подряд помогал и растил приемную дочурку. Та со временем подросла и решила пойти по стопам отца, быстро став именитой воительницей. Но этим дело не ограничилось. Сам того не подозревая, папаня внезапно обзавелся опасной кличкой и культовым статусом. Ведь дочурка в нем души не чает и не стесняется нахваливать всем подряд по поводу и без. Снимают сей сериал Typhoon Graphics. 6 октября стартует аниме по манге «Нежить и неудача». Поведает тайтл о невезучей девчонке, что убивает всех, кому прикоснется, и неубиваемом мертвяке, который возьмет ее смертельное невезение на себя. Снимает Давид Продакшн. Toho Animation и OLM выпустят аниме по ранобэ «Монолог фармацевта». Сюжет его поведает об одаренном медике в эпоху Троецарствия, красивой, но скромной девушке, что начинала практику в квартале Красных Фонарей, а закончила одним из лучших лекарей при императорском дворе. Махо Фильм же выкатят аниме по ранобэ «Обычный мужчина средних лет» и его журнал активности в VR-ММО. Сказка о простом офисном мужичке, который любит игры и катает в свое удовольствие. Как-то раз ему попалась новая VR-ММО, где он по классике ради фана выбрал пачку никому не нужных навыков, вроде готовки и варки зелий. Но именно эта комбинация помогла ворваться в игру похлеще любых задротов. Премьера состоится 2 октября. Я предпочитаю злодейку. Революция. Так называется следующая новинка осеннего сезона. Запустят сериал 2 октября. Расскажет о прожженной работнице офиса, которая ссыканулась в атомо-игру и заняла место главной героини. Но вместо красавцев-принцев предпочла беготню за местной злодейкой. 7 октября выйдет сериал «История Империи Тиамун», который запустят от Silverlink. История о бестолковой, эгоистичной принцессе, которая так по-скотски себя со всеми вела, что во время переворота оказалась на плахе, потеряв и жизнь, и всех друзей. Вот только смертью дело не кончилось. Сложив голову, девчушка очнулась в 12-летнем возрасте и начала переосмысливать свое поведение, чтобы в будущем избежать казни. Также осенью нашлось место и жанру сёдзе. 28 сентября запустят аниме по манге «Мой телохранитель».
История об угрюмой внучке главаря якудзы Исаку, которые так жестко избегали в средней школе из-за деда, что старшую она выбрала как можно дальше от дома, в надежде пожить нормальной жизнью и завести нормального парня. Вот только нормального не случилось, ведь следом за героиней увязался и ее гиперопекающий телохранитель Кея, который решил, что госпоже рановато думать о парнях. Однако, один на примете у нее уже был. Угадайте, кто? Еще одна анимка, которая посвящена VR-игре, называется «Рубеж Шангрила». Расскажет оно о лютом эксперте по прохождению никому не нужных VR-игр, известном как «Охотник на игрошлаг». Парень врывается в любой беспон, скипает все, что можно, и просто выбивает из игры все дерьмо. Таким же макаром он однажды решает бросить вызов сверхпопулярной игре с 30 миллионами активных пользователей. И именно его бестолковый стиль внезапно начинает открывать все заложенные в нее секреты. Трудятся над сериалом на студии C2C, а выкатят 1 октября. 8 октября запустят аниме по манге «7 смертных грехов. 4 всадника апокалипсиса». Сюжет разворачивается спустя годы после основной истории и повествует о наивном, но жутко мощном пареньке по имени Персиваль, что оказывается втянут в дело 4 рыцарей, которые по традиции должны уничтожить мир. В общем, чтобы разобраться с проблемой, товарищ пускается в путешествие, собирая команду и познавая мир, полный отсылок к основной истории. На подходе аниме от автора Реборна. 2 октября запустят аниме по детективной манге Амана Акиры «Рон Камонахаси. Невменяемый детектив». История наивного, жаждущего помогать людям следака, который абсолютно не подходит для детективной работы, но каким-то образом на нее попал. Упуская преступников одного за другим, тот оказывается на грани перевода и по совету коллег решает обратиться к гениальному во всех местах детективу, который, правда, забросил ремесло и лет 5 жил отшельником. А вот почему, как и что с этим делать, предстоит думать нашему следачку. Еще одна ламповая комедия в копилку осеннего сезона. Семейная жизнь легкомысленной ведьмы. Семейная история о милой ведьмочке, что тихо мирно жила в глуши, пока однажды не стала мамой, подобрав посреди леса бесхозного ребенка. 16 лет спустя младенец нежданно-негаданно вымахал в пышную красотку, и теперь куда бы семейка ни явилась, маму везде принимают за дочку. Да-да, мамуля — это та, что светленькая, а дочка темненькая. Следующая новинка сезона — «Телепат звездной пыли». История замкнутой нерешительной школьницы, у которой такие мощные проблемы с общением, что однажды она просто отчаялась себя перебороть и прекратила попытки с кем-то сдружиться вообще. Однако так оно было лишь до тех пор, пока в ее классе не появилась загадочная переведенка, которая назвалась инопланетянкой со способностями клабопатии. Способности считывать людские эмоции, касаясь человека лоб в лоб. Как-то так и начались их космические приключения с налетом крепкой женской дружбы. Какой запах! Это запах исыкая! О мужичке, который исыкайнулся хрюшкой, хрюндель мне вместо носа. Называется сие чудо «Не ешь сырую свинину». Пашут над ним студия Project 9, а выкатят 7 октября. Еще один исыкай про педалагу-трудягу, которого гоняли на работе и в хвост, и в гриву, пока она не потеряла сознание, а дальше вы сами знаете. Зовется он «Я выживу с помощью зелий». Из-за ошибки бога тело героини было стерто, а в качестве извинения она выбила порт в иной мир и пару полезных скиллов на свое усмотрение. Так она оказалась в мире меча и магии, где сходу знала местные языки и могла ваять зелья по своему выбору, рассчитывая открыть магазинчик и разбогатеть, помогая людям. Да только вот магия в этом мире оказалась никому не нужна, знают ее только драконы, а на зелья просто люд смотрит как на ерунду. Время включить хитрожопость и наварить баблишко. 8 бит также не сидит на месте, и 2 октября выкатят аниме по манге «Стесняшка». Повесть о супергероях, что некогда появились и спасли мир от краха, а теперь следят за порядком в родных странах. Или почти. Японию на этом мероприятии представляет замкнутая 14-летняя школьница, которой так тяжко дается контакт с публикой, что пресса окрестила бедолагу стесняшкой. Также имеется драматический экшен про бравых ребят, которые с готовностью бросают свои жизни на линии огня ради защиты окружающих.
Паренек по имени Дайга всегда мечтал стать пожарным и, едва окончив академию, сходу врывается в это нелегкое, но благородное дело. Называется аниме «Пожарная команда Дайга», запустит его 30 сентября. Тут же в осенний сезон затесалась анимка про киберспорт «Наш дождливый протокол». История бедолаги-школьника, который после смерти отца вынужден встать во главе батиной киберспортивной кафешки, что еще и по крышу в долгах. Чтобы решить вопрос, герой набивает заведение друзьями и начинает тех тренить, дабы победить в киберспортивном чемпионате и взять денежный приз. От автора Ия Сакамото «А что?» выйдет сериал по манге Миги и Дали. Развернется она в 90-х в Японии, где пожилая супружеская пара усыновила башковитого белокурого юнца по имени Хитори. Парнишка, как ни крути, ведет себя подозрительно и неспроста. Ведь вместе с ним в дом, полный тепла и уюта, прошмыгнул его брат-близнец, которого парень виртуозно скрывает. «Четверо братьев Юдзуки» расскажет новинка о повседневной жизни 4 разношерстных братьев, которые по воле судьбы остались без родителей. Выйдет 5 октября. Наконец, последняя в нашем списке анимка – 16-битная сенсация, которую запустят 4 октября. Поведает же новинка о пронырливой идейной девчушке, которая где-то в 90-х устроилась в компьютерный магазин, дабы втихую работать там на дороге. Вот такие разношерстные анимки будут властвовать в осеннем сезоне. Выбирайте понравившееся аниме, а мы... Ну, о чем мы? Отдыхать. Еще столько видосов запланировано. Уф. Короче, харе тут сидеть, давайте, валите. И лайк не забудьте. Ага.